Всем привет! Сегодня приготовим эффектное и вкусное блюдо кабачковый торт, который всем по вкусу. Кабачки трем на крупной терке. Я использую молоденькие кабачки, поэтому тру со шкуркой. Если брать более зрелые, то шкурку желательно срезать и убрать семена. Всего понадобится 1,5 килограмма кабачков. Натертые кабачки солим примерно 2 чайными ложками соли. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы кабачки пустили сок. Готовим соус. Берем 150 грамм сливочного или творожного сыра. К нему добавляем 3-4 столовых ложки майонеза. Сюда же через пресс выдавливаем 3-4 зубчика чеснока. Кладем 1-2 чайных ложки горчицы с зернами. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Большой пучок укропа измельчаем ножом. Половину нарезанного укропа добавляем в соус. Вторая половина пойдет в кабачковые блины. Опять все перемешиваем. Соус готов. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их руками и перекладываем в отдельную миску. Разбиваем 4 яйца. Немного солим. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем муку и перемешиваем. Мне понадобилось примерно 130 грамм муки, но вы смотрите по консистенции теста. Оно должно быть относительно густым. Сюда же в тесто добавляем вторую часть нарезанного укропа и перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем кабачковое тесто и равномерно его распределяем по сковороде. Жарим блины на огне ниже среднего сначала с одной стороны до образования золотистой корочки, а потом переворачиваем на другую сторону. Блины не должны быть слишком тонкими, иначе в процессе переворачивания они могут порваться. Но и толстыми не стоит их делать, так как они не будут такими вкусными. Из этого количества теста у меня получилось 6 блинов на сковороде диаметром 24 сантиметра. Помидоры разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Для блюда понадобится 500 грамм помидоров. «100 грамм сыра трем на крупной терке. Складываем кабачковый торт. На дно плоского блюда выкладываем первый блин. Желательно, чтобы блины уже остыли и не были горячими. Смазываем его приготовленным соусом. Выкладываем пластинки помидоров. Помидоры слегка посыпаем тертым сыром. Сверху накрываем вторым блином. Таким методом складываем весь торт, чередуя кабачковый блин, соус, помидоры и тертый сыр. Кладем последний блин. Его тоже сверху смазываем соусом. Посыпаем тертым сыром. Теперь сделаем украшение для торта. С помидора аккуратно срезаем часть шкурки, немного захватывая мякоть. С одного небольшого помидора получится 2 цветка мака. Выставляем украшение из помидора сверху на торт. В серединку кладем половинку черной оливки. Таким методом я сделала 7 таких импровизированных цветочков мака. Все остальное пространство между цветами заполняем петрушкой. Блюдо готово, можно подавать на стол.
Кабачковый торт получился очень вкусным и красивым. Его можно и даже нужно приготовить заранее. Он прекрасно постоит ночь в холодильнике и станет только вкуснее. Такая закуска прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничном столе будет не лишней. Также у меня на канале есть и другие рецепты из кабачков. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим очень вкусное блюдо из кабачков. Готовится оно максимально просто и всегда выручит, когда нужно приготовить что-то быстро, сытно и из доступных продуктов. 1 кабачок трем на крупной терке. У меня кабачок весом 400 грамм. Сюда же в миску трем 150 грамм сыра. Можно использовать любой сыр. Измельчаем ножом пучок зелени. Я взяла петрушку и укроп. Также можно использовать зеленый лук. Нарезанную зелень добавляем в миску к кабачку и сыру. Разбиваем 2 яйца. Сюда же наливаем 200 мл кефира. Кефир можно использовать любой жирности. Солим примерно половину чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1/3 часть чайной ложки соды. Все перемешиваем. В конце добавляем муку в 2-3 подхода и опять перемешиваем. Мне понадобилось примерно 150 грамм муки. Количество муки зависит от сочности кабачка. Муку всю сразу не добавляйте, смотрите на консистенцию теста. На сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем тесто с помощью ложки. Равномерно его распределяем по всей поверхности. Слой теста не делайте сильно большим, так как потом блин не будет удобно переворачивать. Сковороду накрываем крышкой. Готовим блин на небольшом огне примерно 5 минут. Затем снимаем крышку и переворачиваем блин на другую сторону. Со второй стороны готовим без крышки еще 2-3 минуты. Готовый блин снимаем с огня. Таким методом готовим все блины из кабачков и сыра. У меня из этого количества теста получилось 4 блина на сковороде диаметром 26 см. Блюдо из кабачков получилось сытным и очень вкусным. Готовится просто и недолго. Такие блины можно подавать со сметаной. Обязательно приготовьте такие блины в сезон кабачков. Это очень вкусно.